Производители спортивной экипы сражаются друг с другом за право подписания контракта с лучшими футболистами мира. Игроков, которые сотрудничают с экипировщиками, называют амбассадорами. Они продвигают бренд в ряды своих поклонников. Ведь болельщики невольно себя ассоциируют с любимым футболистом и во многом доверяют его вкусам. Например, выбирают такие же бутсы. От количества и качества звезд в обойме брендов зависит многое. Но самое главное – уровень продаж. Это ключевой показатель. Короче говоря, мы решили посмотреть, с кем из топовых футболистов работают три крупнейших спортивных бренда – Nike, Adidas и Puma. Для удобства мы составили символические сборные лучших игроков по всем экипировщикам. В конце мы с вами выберем наиболее успешную компанию и разберемся, у кого же отдел маркетинга устроен круче. Поверьте, таким составом позавидуют даже топ-клубы. Но перед началом напомню, что партнером нашего канала является компания Marathon.bet, которая фаворитом Лиги Чемпионов считает команду, играющую в форме от бренда Puma – Манчестер Сити. Барса в кипе от Nike и Ливерпуль от New Balance в тройке претендентов. А вот команда, сотрудничающая с Адиком, Бавария, по мнению Marathon, только замыкает пятерку фаворитов. А вы как думаете, у кого больше шансов? Ссылка на Marathon внизу, а мы начинаем. Первая на очереди Puma. Думаю, никто не будет спорить, что самым крутым амбассадором бренда среди вратарей является Ян Облак, который играет в силуэте Future 4.1. В Пумах также выступают Буфон и Лена, но вратарь Атлетика сейчас вне конкуренции. Слева в защите Саня Зинченко. Украинец перешел на бутсы Puma One в прошлом сезоне. Тогда же он очень сильно прибавил, и думаю, боссы бренда довольны сотрудничеством. Два центральных защитника, Кулибали и Киелини, вспахивают поля Италии по-прежнему на высоком уровне. Оба дефа играют в модели Puma One. Вообще, среди центрбэков у кошачьего бренда сложилась неплохая конкуренция. Пришлось оставить вне заявки Умтити, Година и Шкриньера. С правым защитником все не так однозначно. Белерин и Пишчик не кажутся прям суперзвездами и оцениваются как игроки плюс-минус одного уровня. В итоге мы выбрали испанца за счет хайповости. Эктор, кстати, с Пумой сотрудничает очень давно. Его любимые бутсы на данный момент – Puma King, которые только перезапустились. В опорной зоне Аксель Витцель. Вернувшись из Китая, бельгиец вновь стал играть круто. Его модель Puma One. В середине поля маэстро Давид Сильва. Несмотря на возраст, испанец шикарно играет за Сити. Саня Зинченко вообще недавно говорил, что Давид никогда не встает в квадрат на тренировках за счет крутой техники. Эти чудеса он творит в силуэте One. Под нападающими одно из самых давних лиц бренда Марко Ройс. Любимые бутсы немца Puma Future, из которых он предпочитает вынимать шнурки. Неужели так реально удобнее? Атака у Пумы вообще космическая. Серхио Агуэро каждый сезон просто разрывает АПЛ в Puma One и никак не собирается уступать место в основе молодым конкурентам. Луис Суарес несколько лет назад перешел с Адидаса на Puma. Во фьючерах он по-прежнему эффективен и результативен. Чего только стоит баночка ворота Интера. Ну и главный трансфер этого лета – Антуан Гризман, который сейчас, наверное, лицо номер один бренда Puma. Порой француз получает персональные фьючеры с личным логотипом, а иногда делает со своими бутсами такой вот кастом. Кстати, форвард за свою карьеру сменил немало крутой футбольной обуви. Я даже снимал на эту тему видос. Обязательно гляньте, если не видели, ссылку оставлю в описании. На скамейке запасных у немецкого бренда подобрался тоже неплохой составчик. Все игроки заслуживают внимания. На очереди Адик, второй гигантский спортивный бренд из Германии. Здесь над составом пришлось попотеть подольше. Нойер или Тер Штеген? Я теперь понял дилемму Йоахима Лёва. Два лучших немецких кипера представляют Adidas. Я сделал выбор в пользу более хайпового Нойера. У него даже своя линейка перчаток есть. А любимая модель бутс Adidas Predator 19.1. Слева в защите Жорди Альба, который играет в модели Копа со шнурками. Все-таки испанец в последнее время выглядит стабильнее Марсела. Мы не повторяем ошибок FIFA и не включаем бразильцев в свою сборную. С центральными защитниками у Адика дефицит по сравнению с Пумой. В основе Деликт и Ляпорт. Голландец рубится в иксах, а испанец в предаторах. В запасе остался стареющий Хумельс. Справа в нашей сборной Аспиликуэта, который предпочитает модель Копа. Можно было поставить Трипьера или Ван Бисаку, но, как по мне, испанец заслуживает больше. В полузащите мощный французский кулак Канте и Погба. Второй является очень медийной фигурой и всегда участвует в рекламе Адика. Поль – главный представитель линейки Adidas Predator.
Под нападающими у нас Бернардо Силва, который прибавляет с каждым матчем. Он бы мог сыграть на фланге и в атаке, но там пробраться в состав практически нереально. А оставлять португальца на банке нам совесть не позволила. Нападение у Адика не менее грозное, чем у конкурентов из Пумы. Мо Салах давно играет в бутсах Adidas X со шнурками. Роберто Фермино в Немезис, а про Лео Месси, думаю, много говорить нет смысла. Просто икона бренда из трех полос. Аргентинец имеет пожизненный контракт и всегда будет ассоциироваться с немецкой компанией. На скамейке можно отметить много топовых игроков, например, олдскульщика Кросса, Дибалу и Сон Хэн Мина. Я, кажется, ослеп от яркости звезд сборных Адика и Пумы и даже не представляю, амбассадоры Nike также крутые. Но перед тем, как перейти к ним, хочу напомнить, что купить оригинальные бутсы самых последних коллекций вы всегда сможете в магазине наших друзей fancard.ru. Там просто нереальный выбор моделей по силуэтам, цветам, уровню и ценнику. Зайдите, сами зацените. А если упомянете это кодовое слово в комментариях к заказу или скажете его оператору, то сможете сделать нанесение на бутсах бесплатно. Сейчас персонализируют свою обувь почти все профики. Ссылка на фанкарт внизу, а теперь приступаем к разбору амбассадоров Nike. Маркетологи бренда оказались очень дальновидными, подписав двух, по мнению многих, лучших вратарей в момент, когда они еще были подающими надежды. В нашу сборную попал Алисон за счет суперсезона, но Эдерсон ему практически ни в чем не уступает. Слева в защите Эндрю Робертсон. В прошлом сезоне шотландец наштамповал аж 12 голевых передач в АПЛ и, кажется, принес немало очков тем, кто берет его к себе в команду в фэнтези-футболе. Его соперник по позиции Алекс Сандро вполне достоин основы, но защ Ливерпуля кажется посильнее. В центре защиты два монстра – Вирджил ван Дейк и Серхио Рамос. Оба играют в силуэте Nike Tempo. Голландец в новых восьмых, а вот испанец остался в устаревшей модели двухлетней давности. Видимо, новинка не зашла. Правый деф Кайл Уокер. Британец просто расцвел при Гвардиоле в Ман-Сити и временами кажется одним из лучших в мире на своей позиции. В нашей команде нет прям явного опорника. Акцент на атаку с двумя центральными полузащитниками. Первый из них – Кевин Де Брюйне. Бельгиец с большим отрывом лидирует в гонке ассистентов в АПЛ и, кажется, попал бы в символическую сборную любого бренда. Да вообще, я разве мог своего Брони поставить в состав? Второй – Кристиан Эриксон. Датчанин провел шикарный прошлый сезон в Тоттенхэме и, кажется, уже сидит на чемоданах и ждет свой рейс в Испанию. Здесь тоже, думаю, вопросов быть не должно. Под нападающими тот, кто своего рейса в Испанию наконец дождался. Это Эден Азар. Бельгиец продвигает силуэт Nike Mercurial и играет за Реал в 13-х вейпорах. Пока не так удачно, как за Челси, но, думаю, все наладится. При желании, кстати, можно перестроить полузащиту с акцентом на оборону, ведь в запасе остались не менее крутые игроки – Модрич и Де Йонг. Атака. Здесь мы ломали голову больше всего, кого поставить в основу, а кого отодвинуть в запас. И кажется, при любом решении сила команды не изменилась бы. Слева Неймар. Кто-то будет спорить с тем, что Ней по-прежнему супер топ. А еще он один из локомотивов продаж бренда со своим силуэтом бутс. Справа, вероятно, будущий главный амбассадор производителя Килиан Мбаппе. В недавнем ролике про персональные бренды Саня рассказывал о маркетинговом потенциале француза. Обязательно зацените по ссылке внизу и в подсказке. Ну и совсем скоро, по вашим просьбам, я расскажу историю его бутс за всю карьеру. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ну и на острие, я думаю, вы сами догадались. Лицо силуэта Nike Mercurial, да и в целом олицетворение бренда Антон Заболотный. Ладно, шутка. Конечно же, Криро, хотя Антоха тоже играет в суперфлаях. Португалец по-прежнему машина на футбольном поле и походу будет в сборной Nike лет так до 40. В запасе пришлось оставить Левандовски, Кейна, Кавани, Стерлинга и Сане. Ну просто некуда их было вместить. Скамейка у Nike мощнейшая не только в нападении, а во всех линиях. Предлагаю вам сравнить символические сборные команды брендов наглядно и в комментариях расставить сборные с 1 по 3 место по потенциалу, по вашему мнению. За первую позицию в каждом комменте бренд получит 3 очка, за вторую 2, за третью 1. Я не поленюсь, пройду по всем комментариям и через 3 дня подведу итог. Опубликую ваш вердикт у себя в Инстаграме, так что обязательно подписывайтесь. Ну и притопите за вашего любимого экипировщика. Свой выбор я тоже напишу в комментах.
Надеюсь, вам понравилось. Жду ваших подписок на канал и на мой инстаграм. И прошлые видосы обязательно зацените. Тут, например, я разрезал бутсы Puma Future за 18 тысяч и узнал, что внутри. Тут мой рассказ о лучших формах чемпионата Испании, а тут вторая часть топа про персональные логотипы игроков. Я Юра Русанов, Мяч Лаб. Пока.